привет! Сегодня мы приготовим хачапури по-аджарски. Для этого нам понадобится пшеничная мука, подсолнечное масло, молоко, сухие дрожжи, сливочное масло, сахар, соль, сыр сулугуни и яйца. I always thought I'd be waiting in vain, but suddenly there you were. Never thought it'd be easy to feel you in my arms, but now we're here and I'm all in, and I wanna buy you, 'cause I can stay till... Нам понадобится 400 грамм муки. Муку нужно просеять, чтобы насытить ее кислородом. Тогда хачапури получится воздушным и хорошо поднимется при выпекании. Добавляем пол чайной ложки сахара и соли. I wanna say something clever to get in your... 1 чайную ложку сухих дрожжей и хорошо перемешиваем. And I lose my way then. Oh, I feel so much better whenever you're around. 250 мл молока нужно подогреть до теплого состояния. Температура должна быть 37-38 градусов. Whenever you're around. Вливаем теплое молоко в муку и замешиваем тесто вилкой. Is it too late to feel you? Is it too late to tell you about how much I'm sorry for the things I have done, for the things I never did? Затем добавляем 2 столовые ложки подсолнечного масла. Let you go. Тесто нужно замесить руками. Чтобы оно не прилипало к рукам, можем их смазать подсолнечным маслом. Тесто должно быстро стать однородным и собраться в комок. Также муки может потребоваться больше или меньше, чем указано в рецепте. Тесто должно получиться мягким, главное не забить его мукой, потому что хачапури получится жестким. Тесто нужно накрыть и поставить в теплое место для подъема на 1 час. Спустя час тесто вырастет в объеме, обомните его и уберите еще на 30 минут. Пока тесто окончательно подходит, подготовим начинку. Для этого натираем сыр сулугуни на крупной терке и делим его на 2 части для 2 хачапури. It's better whenever you're around, whenever you're around. Спустя 30 минут тесто еще немного подрастет, его нужно разделить на 2 равные части. На рабочую поверхность выложить 1 часть теста и раскатать в продолговатый пласт толщиной 5-7 мм. Whenever you're around, yeah. Whenever you're around. I never thought in the wildest dream I'd see you again. Выложить на длинные края теста полоски сыра, как показано на видео. You, I always thought I'd be waiting in vain, but suddenly there you were. Never thought it'd be... Закрутите края, заворачивая сыр с обеих сторон. Концы защипните, а серединку расправьте, формируя лодочку. Таким же образом сделайте хачапури из 2 части теста. Stay till the dawn, but just hold me now. I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind, 'cause right now we're not together and I lose my way then. Oh, I feel so much better whenever you're around, whenever you're around. Yeah, yeah, whenever you're around. На противень застелите бумагу для запекания, выложите хачапури на расстоянии друг от друга. И в середину лодочек нужно выложить сыр. Небольшой кусочек сливочного масла нужно растопить и смазать им края лодочек. Духовку разогреть до 180 градусов и запекать хачапури до золотистого цвета 15-20 минут. Точное время запекания будет зависеть от вашей духовки. Спустя 20 минут достать готовое хачапури, в центре вилкой сделать небольшое отверстие и влить в него яйцо. Запекать хачапури еще 5 минут.
По краям от яйца разложить кусочки сливочного масла. Наш хачапури готов. Всем приятного аппетита! into